Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист. И сегодня у нас на обзоре две бас-гитары от компании Mark Bass, одной серии MB Yellow, модель Jazz Bass и модель Precision. Ну и давайте начнем наш обзор с джаз-баса. Это абсолютно классический джаз-бас в классическом форм-факторе, который мы все знаем и любим. Оба инструмента примерно одинаково весят, оба инструмента имеют практически идентичный дизайн, идентичные формы головы, как вы видите, и материалы на самом деле обоих инструментов тоже идентичные. Корпуса сделаны из тополя, гриф клен, накладка лавр. На обоих инструментах также у нас гриф крепится на 4 болтах. Электроника у нас и там пассивная, как это было и на джаз-басе изначально, и на Precision. Вот. И давайте послушаем теперь звучание джаз-баса на различных звукоснимателях и начнем с некового по доброй традиции. Ну и вы, я думаю, что сами услышали, что звучит очень традиционно по джаз-басовому, именно так, как мы и ожидаем. Достаточно яркий у нас звук на обоих датчиках, с такой немного завальной серединой, но при этом очень такой слыпующийся и яркий. Также мне понравился бриджевый датчик. Он такой серединистый и читаемый, а нековый даже немного приятно удивил. Он похож на звучание Precision. Да и по электронике здесь тоже все максимально традиционно, как и у оригинальных джаз-басов тех лет. То есть здесь ручки громкости каждого из датчиков отдельно и ручка тона. Вы думаете, на джаз-басе нельзя играть тяжелую музыку? А вот давайте посмотрим, как этот инструмент звучит с перегрузом.
Ну а теперь в руках у меня Precision, настало его время. И, естественно, как я сказал в начале ролика, он абсолютно идентичен в плане материалов. Это тоже тополь, клен, лавр и тоже на 4 болтах гриф. Вот. И самая главная особенность этого Precision, что вот я взял его в руки, и здесь гриф такой же, как на этом джаз-басе. То есть вот даже можно посмотреть, он достаточно узкий у порожка. То есть гриф здесь джаз-басовый. Он не прессовый, да. Как известно, все-таки у оригинальных Precision и джаз-баса сильно отличался гриф. У Precision всегда он чуть был шире, там чуть-чуть был другой радиус накладки и так далее, и так далее. Да? Здесь грифы у этих инструментов одинаковые, и на обоих инструментах джаз-басовые. Но корпус здесь явно Precision-овый. Ну, естественно, электроника. Здесь у нас сплит-койл. Наши любимые шашечки стоят, естественно, по классике. Ручка громкости, ручка тона. Все как обычно. Ну и давайте послушаем, как, собственно, он звучит. Ну, естественно, всем нам знакомый звук, такой теплый, серединистый, такой насыщенный. Precision. Precision, как говорится, и в Африке Precision. Давайте теперь покрутим ручку тона и послушаем, собственно, как она меняет звук. Чистый звук с открытым тоном мы уже услышали. Все работает, опять-таки, традиционно, предсказуемо и так, как мы любим. Ну и, конечно же, рокер в моей душе хочет узнать, как этот бас звучит с перегрузом. Давайте это сделаем. По поводу звука этого конкретно Precision, знаете, что меня в нем удивило? Ну, понятно, что все прессы разные, у них у всех как бы, ну, они похожи с одной стороны, но с другой стороны они все разные, и у них у каждого есть определенная своя какая-то выпуклая середина, и очень много Precision'ов вот не имеют практически вообще верха, то есть они имеют бархатный низ и середину, а вот этот пресс, на удивление, верхастый, вот это вот мне в нем понравилось, то есть на нем достаточно бодро звучит слэп, обычно как бы, естественно, на джаз-басе слэп гораздо более ярко, но я думаю, что вы убедились, что здесь слэп на этом инструменте тоже достаточно яркий, то есть он довольно верхастый. Ну и учитывая то, что здесь джаз-басовый гриф, играть на нем весьма и весьма так же удобно, как и на джаз-басе, потому что, ну, в принципе, как бы есть такое расхожее мнение, что джаз-бас все-таки поудобнее и повиртуознее для игры, нежели Precision. Ну и каждый из этих инструментов укомплектован вот такими вот чехлами. Чехол тонкий, летний, но на самом деле это приятный бонус, когда он есть. Ну вот, друзья, собственно, два этих инструмента одной серии, совсем разные, но очень при этом похожие. И я могу вам сказать, что каждый из них
по-своему прекрасен. Учитывая то, что это весьма как бы бюджетные инструменты, это прекрасный вариант для любителей джаз-баса и прекрасный вариант для любителей пресижена. Оба инструмента действительно прям порадовали. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений и до скорых встреч, увидимся. А бывает, что просто музыканты, профессионалы подвели? Бывает, конечно, бывает. Ну, кого-то берешь на замену, и он просто не тянет там. Там, например, барабанщик, ну просто играет грувом. Ты весь концерт просто мучаешься, пытаясь создавать видимость, что типа все